Всем привет! Вы на канале Голос Анха, и в этом видео я расскажу про ближайший день соединения Солнца и Меркурия, который ожидает нас уже 30 мая. Почти каждый месяц происходит соединение Солнца и Меркурия, и в этом месяце оно запланировано на 30 мая. Я предупреждаю, что это событие может иметь серьезные последствия, и дам рекомендации о том, как правильно вести себя в этот день, чтобы избежать негативных последствий. Данное астрологическое явление считается опасным, так как часто становится катализатором различных проблем и конфликтов, а также предвещает собой период повышенной опасности и нестабильности. Осторожность и внимательность 30 мая должны стать неотъемлемыми спутниками каждого человека. Особое внимание следует уделить финансовой сфере. Я настоятельно рекомендую воздержаться от крупных покупок, особенно тех, которые вызывают малейшие сомнения. Даже если вы долгое время планировали приобретение, то эта пятница неподходящий день для реализации намеченных планов. Покупка недвижимости, крупных бытовых приборов или автомобилей в этот день может обернуться впоследствии серьезными проблемами, финансовыми потерями или даже юридическими сложностями. Поэтому лучше всего отложить все крупные сделки на более благоприятный период. Не стоит рисковать своими средствами под влиянием эмоционального порыва или импульсивных решений, характерных для этого астрологически неблагоприятного дня. Внимательность к деталям и взвешенный подход к финансовым вопросам станут залогом вашей финансовой стабильности в ближайшем будущем. 30 мая также может негативно сказаться на когнитивных функциях. Проблемы с памятью и концентрацией внимания могут стать серьезным препятствием для тех, кто занимается творческой работой, требует высокой умственной активности или связан с обучением. Если ваша профессия предполагает креативность, решение сложных задач или работу с информацией, то лучше перенести запланированные на этот день дела на другое время. Учащимся и студентам я рекомендую воздержаться от интенсивного запоминания больших объемов информации, так как эффективность обучения будет существенно снижена. Вместо напряженной умственной работы лучше посвятить этот день спокойному отдыху, позволяющему мозгу восстановиться и подготовиться к новым достижениям. Эмоциональное состояние также может быть нестабильным. Резкие перепады настроений, от эйфории до глубокой апатии, могут возникать в течение всего дня, особенно в утренние и дневные часы. Важно помнить о том, что это временное явление, связанное с неблагоприятным астрологическим фоном. К вечеру напряженность должна немного снизиться, негативное влияние Солнца и Меркурия ослабнет. Однако это не означает, что все опасности миновали. Осторожность и спокойствие остаются ключевыми моментами для успешного преодоления этого неблагоприятного периода. Постарайтесь избегать конфликтов, контролируйте свои эмоции и не принимайте важных решений под воздействием сильных чувств. Внимательность к своему внутреннему состоянию, умеренность в действиях и забота о своем благополучии помогут успешно пережить этот сложный день. А на сегодня это все и помните. 30 мая – это день, когда следует быть особенно внимательным к своему окружению и собственным эмоциям. Сохраняя спокойствие и рассудительность, вы сможете преодолеть все возможные трудности и избежать негативных последствий, которые могут возникнуть из-за соединения Солнца и Меркурия. Мудрость и терпение в такие моменты – ваши лучшие союзники.